Раз, два. Ну что, ребятки, всем привет. Как говорится, рад приветствовать вас на моем канале. А мы продолжаем прохождение игры SnowRunner. Так, сейчас, секундочку. Уберу лишние провода. Так, да. Погнали по машинам. Так, надеюсь, у вас все хорошо, настроение отличное. Заварил себе чай. Так, что у нас? Дерри Лонхорн. Дерри Лонхорн. Очень интересно. Очень интересно, но ничего нового. Так, погнали. Дмитрий Геймс, привет, спасибо. Задачка. На сегодня. Доставка оборудования. Доставка оборудования принять. Ну что, погоня до северного порта? Порта? Или порта, или порт? До северного порта. Так, окей. Где оно? Оно здесь. Очень хорошо. Так, а северный порт у нас где-то здесь. Ясненько. Отлично. Так, по машинам, да, как говорится. Так, возьмем нашего здоровяка. Нашего... Так, мы уже его взяли. Нашего монстра с Аляски. Так, оборудование. Интересно, какой прицеп нужно поднять? Наверное, на 5 единиц сойдет. Это, наверное, большой контейнер. Гадалки не ходи. Так. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ну или просто ставить лайки. Будет просто супер отлично. Вы меня поддержите. В эти выходные немножко жара спала. Стало намного легче. Так. Кстати, взлетная полоса. Может быть, как-нибудь сделать тест на скорость. Так, буровое оборудование. Как раз таки на 4 единицы. Это странная игра, я из локации в локацию туда-сюда ввожу эти контейнеры. Могли бы сделать, я не знаю, задумка с мостами отлично. То есть, чтобы проехать в одну локацию, почини мост. Супер. Там можно было бы и развить эту идею. А то получается, все миссии уже повторяются. Почини там, например, ту же самую дорогу, почини мост, помоги починить здание. Ну, в этом духе.
потом здание починили, например, а это здание, например, производит какой-нибудь, ну, то же самое дерево, ну, лесопилку. Отлично, починили лесопилку, довезли от нее деревья, доски там, какое-нибудь строение. Ну, блин. А то это оборудование нефтяное туда-сюда таскаем. Ладно, придираться не буду пока. Потому как в Спинтайрсе мы возили просто один лес. Вся игра строилась на перевозке леса с точки А в точку Б. Так, ну что, нас ждет дальняя дорога. Сесть в кабину. Налью немного, то есть выпью немного чаечек. Наверное, через стрим уже будем на Таймыре, кстати. Ну, мне кажется, следующий стрим будет еще на Аляске. А уже в пятницу уже, наверное, будет Таймыр. Но не точно. Android Play Game. Здорово, спасибо. Спасибо, что здесь. Но вообще уже охота сменить локацию. Снег это круто, но... Охота в лето оборваться. В жаркое российское лето. Кстати, да, чекнул погоду, по поводу погоды, опять же. Чекнул прогноз погоды на следующую неделю, и прямо говорят, будет дико аномальная жара. Поэтому это еще один момент. Ну, еще одна загвоздочка. А будет ли стрим? Потому что пик жары как раз на вторник-среду ожидается, поэтому не знаю. Справлюсь ли? Выживу? Вот чего вопрос. Так, сейчас, секундочку, я перепарковался, чтобы выпить немного зеленого чая. Так, Кликлак, привет, дружище, спасибо, что заглянул. Да-да, я смотрю в чат. Смотрю в чат, вижу, что ты пишешь. И ты спросил, что будем делать? Отвечаю, будем ехать. Будем ехать в Северный порт и вести наше буровое оборудование. Так, Android Play, я ж с тобой здоровался.
Привет. Ретро-звезда. Спасибо, что заглянул. Как говорится, от души. Да, опять эти грузы. Северный порт. Так. Сюда надо, на буровую. Так, секундочку. Блин, ну да, карта Северный порт. Логично. Так, О, Смоук. Привет. Привет, Смоки. Выходной, видимо, у тебя? Так, как поедем-то? Здесь, наверное. Через АЗС. Через эту лужицу. Зигзаг. Еще один зигзаг. Прямая. Еще одна лужица. Немного снега. Опять дорога. И площадка. Так, ну я бы не сказал, что он прямо такой классный. Хотелось бы и лучше. Ну хотя бы карту сменить. Видеокарт. Что-нибудь пожирнее. Типа 1070. Хотелось бы стримить просто 60 FPS, а не 30. Ой, да, 60 кадров. Все правильно. Немножечко плюс повысить битрейт с 7000 до, может быть, 8, чтобы картинка не была такая мыльная на прямой трансляции. Может 9. 9, наверное, будет самое то. Спасибо, Ретроплей звезда, Ретроплей Стар. Хорошей игры. Спасибо. Надеюсь, сюда. Я, Калин, как видишь, все еще гоняюсь на Уранер, все еще на Блять. Все еще на Аляске. Никак не могу добраться до Таймыра. Может, было бы быстрее, если бы они ездили побыстрее.
Что-то я до нас закинуть не могу. Пишет, что по моей карте нельзя. Ну, я Колян хз. Что там такое? Может быть, что у меня сбилось. Посмотрю после стрима. Делишки, да? Все по-прежнему, все видишь. Лето, жара, майта, стримчики. Да, я посмотрел видос про стального охотника. Ну, думаю, что можно поиграть. Ну, в том году, по крайней мере, мне понравилось. То, что они сделали, было интересно. Поэтому, ну, да, я буду играть определенно в него. Только он немножко, говорят, усложнился. Но ранги вроде не сбрасываются. То есть можно спокойно катать в свое удовольствие. Да ТС, кому? Ну, качать его. Блогеры же и так все эти водомесы наделали видосов уже, поэтому в принципе можно составить мнение. Так, мы стоим. Так, ну со снегом он неплохо справляется. Как раз таки из этой средней пары колес, которая не дает нам увязнуть в снегу. Сейчас все пойдет по маслу. Одна жирная миссия, и следующие уже будут поменьше. В том плане по времени будут мать меньше. Ну, да ладно, это же режим, это режим стальной охотник. Ну, в принципе, какая разница, что там. Главное, чтобы
было фаново. Пофаниться, повеселиться, получить очки за него. Может, еще какие-нибудь плюшки дадут. Отличненько. Фана стало меньше. Hello, Wassaplay. Спасибо. Спасибо за лайк. Оу, 20 уровень. Строится еще одна буровая. Рад, что на вас можно положиться. Новые буры позволяют нам работать с опережением графика. Огромное спасибо. Всегда, пожалуйста. Фана стало меньше. Из фанового режима они сделали рутину, как на LF. Ну, посмотрим. Посмотрим. Не хочу сейчас даже в это углубляться. Ну, обосрутся. Ну, все скажут, ну, камон, это ж ВГ. ВГ в своем стиле туда оказывается. Так, ладно. Ладушки. Ведь прицепов везде накидал, а? Так, горная река. Лабиринт гор. Блэкбёрд. Белая долина. Припасы. Белая долина. На 500, кстати. Белая долина. Короче, ловимся в Белую долину. Задание на 500. Блин, опять получается я бросаю прицеп. Второй уже. Шесть тонн. Там стоит прицеп на 4 косаря, этот на 6 косарей. Уже десятка. Так, заценил ли я American Truck Simulator? Нет, кстати, я не видел. Так, ну Дэн, это чисто мое мнение, как говорится, сколько действует. Ну, я согласен. Так, секундочку. Эвакуация. Так, а я где? Я все еще здесь. Белая долина. Белая долина. Тык. American Truck Simulator. Что-то я не видел, не помню даже такое название. Подожди, евро? Это другое. American Truck. Там прицепов не напасешься. Надо будет посмотреть, что за игрушка. Так, стоянка. Дерри Лонгхорн. Вывести. Сейчас мне опять придется покупать прицеп. Дурацкие прицепы. Так. Расходники. Расходники здесь. На лесопилку. Лесопилка. Тут, кстати, такая местность коварная. Ну, жишка, грязь, все дела. Ну, как мы любим. 4 единицы. По сути, то же самое, что и евро. Трак симулятор.
Джек, спасибо. Спасибо за лайк, спасибо за пожелание. Так, и на чем мне туда поехать, да? Надо 4 коробки отвезти. Может, на катапиллере? Ладно, хер с ним. Придется опять затаривать прицеп бесячий. Так. 4. Можно такой? Но это стрёмно. Я его буду засаживать по-любому везде. Так. Нет, это, кстати, универсален, но, блин, он длинный. Может, такой взять? Блять, как мне неохота за с этим возиться прицепами. Ладно, хер с ним. Надо будет потом, так сказать, метлой поработать после стрима. Ну, может быть, завтра. Все эти прицепы с карты продать. Как на Декаре. После этапа ездит метла, техничка, которая собирает, убирая с трассы грузовики поломанные, ошметки людей, ошметки байков, животных, возможно. Так, ну что, дикий лось, загружаемся, расходники. Расходник. Раз, два, три, 4. Блин, Колян, как тебе удобнее? Как хочешь.
Но ты пропустишь, сейчас сам будет месиво. Очень грязный участок. Можно было бы сделать 2 ходки на головастике. Но, блин. Зачем, когда можно сделать 1 ходку? Так, секундочку. А, ну-ка, я не в обиде, Колян, все нормально. Все нормально. Все хорошо. Так, в чем проблема? Блин, опять это чертово колесо среднее. Ну, средняя пара колес. Висячее. Игротека 2020, привет. Ей! О! Не прокатило. Кстати, блин, 20-й уже левел я открыл. Ё-моё. Там может быть Там же лебедка была доступна, по-моему. На 20-м левеле мощная. Так, в чем проблема? Не-не-не, вот смотри, я уже выбрался. Ну, хотя опять застрял. Так, сейчас, секундочку. Да, вот тут душноватое место прямо-таки. Сейчас, секунду. Благо из деревьев повалены. Сейчас все будет. Надеюсь, мне не придется выручать этого здоровяка. Так, нам налево. Аккуратненько. Блин, вот из этого среднего колеса радиус поворота просто гигантский. Коллаборацию? Так, например? Какую-то игрушку хочешь пройти вместе? Ну, или как? Алло, кто там?
движ, какой-то движ. Я сделал это со Сбербанка. О, радостный смог все-таки что-то сделал. Спасибо, смог. Типа с другой карты нельзя было, что ли? Я хз игротека, я, видишь, прохожу такие игры типа соло, ну. Онлайн-проекты, ну. Онлайн-проектов у меня нет в наличии. Есть только танки, но танки я, честно, не хочу катать. Меня они бесят. Мистер Давакин, привет. Ты подписался, окей. Спасибо. Так, стой. Как-то я агрессивно залетел сюда. Игротека, потом что мы придумаем? Может быть, еще, так сказать, еще не вечер. Может быть, потом появятся какие-нибудь интересные проекты, где можно будет что-нибудь придумать. А пока что я не вижу коллаборацию. Мистер Давакин, я зайду к тебе. Я обязательно зайду к тебе, мистер Давакин. Фанатов Скайрима я не брошу. Так, ну что, я думал, будет трудности, но все было достаточно просто. Забирать свои расходники. Так, великолепно, в наших условиях надо быть готовым ко всему. Спасибо большое. Спасибо за 3400. Немного чая. Немного чая для горла. Так, давайте дальше. Так, тут у нас еще осталось 2 задания. Пока заблокированы. Так, здесь 3 задания. Здесь одно. 260 предлагают за лабиринт. Демонтаж бура 190. 210 за запчасти какие-то с моря на сушу. И 200. Угу. Ну, 260. Предлагаю разыграть эту карту. Принять. Я проходил Skyrim 25 раз, Ведьмака 20 раз. Не, ну ты прямо это... Ну, герой. Тебе надо медаль на какую-то давать. 25 раз Skyrim. Это же, блин, по 100 часов, наверное, геймплея. Ну и вернее, одно прохождение около 100 часов. А то и больше. Ведьмак-то я проходил. Ну где-то тоже около 100 часов. Ну это жестко. Если все это дело умножить. Целая жизнь. Так, ладно. Так, знаете, за что я люблю свою работу? За то, что можно поболтать с хорошим человеком. Но дело не ждет.
горнякам на полярной базе нужно это оборудование. Достать его на место, а я вам за это заплачу чеканные монеты. Окей, горная река. Горная река. Так, а что у нас там в горной реке? У нас там нету... Да, у нас там техники нету абсолютно никакой. Так, деревянные доски и топливо. Деревянные доски и топливо. 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 И тут тоже прицепы, кстати. И доски. Skyrim за 2 часа. Ну, это какое-то, видимо, багаюзанье. Не, я думал, ты просто полное погружение в историю, типа, все дела. А ты, типа, ну, понял, спидранишь. Так, сейчас, секундочку, я сейчас соображу, на чем вести. Мне надо, получается, доски и топливо. 3 места. Может быть, что у меня есть? Пацифик 16. Пацифик. Да, все, погнали, Пацифик 16. Не хочу брать этот чертов прицеп новый. Так, сейчас чекнем, что можно поставить на него. Так, нет. Подвеска шинки нет, лебедка. Вот, лебедочка доступна. Улучшенный вариант тяжелой двухмоторной лебедки. 20 тонн. Так, и больше ничего, да? Прикольно. Прикольно. Так, уже все. Погнали. Единственная проблема, у меня нет цепей на колесах, поэтому я не знаю, как он будет себя вести. Сейчас, секундочку, гайс. Техническая пауза. Так, все, я на месте. Телефонный звонок поступил. Хотя, быть может, надо взять этого Дэри Лонгхорна. Не, короче, я возьму этого Лонгхорна Дэри. Пацифик вообще не едет. Придется прицеп бросить.
Так. Так, и что еще доступно? Маячки протет. Туманки. Так, это у нас на 23-м левеле, соответственно. Ну ладно, окей. О, привет, Фрэнки Маслоу, спасибо. Спасибо, что зашел. Мистер Давакин, спасибо. После стрима загляну к тебе. Все-таки этот здоровяк быстрее будет, как-никак, чем Пацифик. Нам нужна скорость. Нет. Ясно. Ну, кстати, подвеска у него крепкая. Мы вроде находимся на Аляске, но, блин, короче, вообще не чувствуется, что это Аляска. Не хватает снега. Ну, вернее, снегопад. Что прямо жесткий снегопад. Чтобы видимость была нулевая. Как из метро по экрану бы капли растаявшие снега стекали. Было бы вообще офигенно. Так, я наконец добрался до первой точки. Но с другой стороны, хорошо, что везде разбросаны эти прицепы у меня. Так сказать, удобно. Так, топливо. Топливо. Раз, два. Спасибо за солидарность. Обожаю. Капли не хватает. Тающего снега. Даже вот банально здесь не хватает на лобовом стекле. Ну, камон, это же просто сделать было. Такой минимальный эффект, и глазки бы радовались у миллионов игроков. Слезы радости текли бы по щекам. Текли бы по щекам.
Кстати, а зачем я здесь взял топливо? Наверняка на горной реке есть топливо и доски. Я себе усложняю жизнь. Но с другой стороны, ехать-то туда все равно придется. Туда никак не тпхнуться, поэтому... Да я когда увидел трейлер по этой игре, мне открылась челюсть от, так сказать, ну вот, возможностей. От график. И тоже захотелось очень сильно поиграть. Так, карта лета будет. Так, доски. Карта лета будет только после Аляски. Будет карта, вернее район будет Таймыр. А до Аляски был район Мичиган. Была осень, кстати. Ну, возможно, для тебя Spin Tires и лучше, но для меня SnowRunner определенно приятнее игра. Так, можно, кстати, налево. Тут больше, так сказать, функционала. Игра стала более наполненной смыслом. Я Spin Tires сыграл, ну, пару часов, может быть 2 часа, ой, нет, может 4 часа. На новой карте Чернобыль. Повозил кругляк и, собственно, все. Там больше нечего делать, там нет контента. Глазу нечем зацепиться. Я, кстати, на телефонах не играл, ну, такого класса игры.
Ну, быть может, я и попробовал, но у меня телефон, которому уже лет 8, наверное. Поэтому он даже не подтянет. Я как-то по поводу телефона вообще не заморачиваюсь. Мне как-то больше нравится за компьютером проводить время. По классике. Так, полярная база. Полярная база. Ну. Тут, по-моему, без разницы, что снизу, что сверху. Какой Android? Там не Android. Там стоит Windows Phone. У меня Nokia Lumia 800. Звонюк. Сколько лет? 33. Я пожилой стример. Мы с тобой, в принципе, практически одного возраста. Блять. Мне 33 исполнилось в июне. Это, в этом году, в июне. Так. Тут получается на Аляске еще одна будет карта. И после этой карты уже новая локация Таймыр. Зовут меня Денис.
малюхов встряли. Очень приятно, Дима. Дмитрий даже, я бы сказал. Ну что, еще 100 метров. Разгрузить, отлично. Отлично. Так о чем мы говорили, что это? Вам нужно ехать? Ладно, буду скучать до вашего возвращения. Спасибо за 250. Так, ну что? Пока все идет очень хорошо. Так, осталось что нам? Здесь все сделали. Демонтаж бура. Демонтировать бур и район Белой долины. Отвести 190. Так, с моря на сушу 210. 200. Так, а здесь у нас... А, тут у нас... А здесь у нас заблокировано. Во, залив Педро, кстати. Пока заблокировано, окей. Так. 200. 190. 210. Так, ты песни поешь? Ну, да, да. Ну, например, поздравительные песни, там, я не знаю. Если вы какой-нибудь дата знаменательная, то могу исполнить какую-нибудь песню в честь события этого. Так сказать, могу развлечь. Так, доставить на завод Белой долины. Белая долина. Где она у нас белая? Северный порт. Долина. Запчасти для буровой установки. Белая долина. Можно, кстати, здесь взять. И тут вообще, по идее, изи. Вот у меня катапиллер стоит. 4, 4, 4. Какие они по размерам, по габаритам? Так, есть игра мотор Депот на телефоне, там механики на Урале. Угу. Но я говорю, сложно мне понять, как это вообще на телефоне играть. То есть, в моем представлении телефон это просто звонилка. Я знаю, конечно, что там уже жесткие процессоры ставятся, все дела. Но пока что не представляю нормальную игрушку для телефона. Так, это у нас International Loadstar. Это мелкий скаут. Точно, это мелкий скаут. Может этого взять? БМ-17 или как он там называется? Блин, эвакуация.
Ах. Надо по фасту попробовать все это дело пройти, эти мелкие задачи. И уже, может, сегодня добраться до залива Педро. Так, 3800, 400. Так что глянь. Да как мне глянуть-то? У меня же, говорю, телефон старый. Если только на ютубе посмотреть. Ну, вернее, поиграть на ютубе. Ну, посмотрим. Смотрю, загляну. Ну, как бы саму-то оценить вообще не получится мне. Вернее, ну, поиграть, поюзать. Так, запасные части. Запасные части. Запасные части. О, они маленькие, кстати. Так, раз, два. Раз, два. Отлично. 4 маленькие коробочки. Так, эту задачу махом выполнен за минут 5. Но меня начинает напрягать это эти прицепы, которые разбросаны по всей карте. Надо в эти... Твою мать, а. Надо в монитор встраивать маленькие вентиляторы. И чтобы на тебя, ну, соответствующие эффекты дули. То есть холодный воздух. Едешь по Аляске, на тебя такой ветерок холодный. Едешь по пустыне, и на тебя такой теплый ветерок. Интересно. Было бы. Так сказать, эффект 4D. Или как он там, 5D. Так, разгрузить. Найс.
Отличная работа, приятели. А у нас уже готово новое поручение. Спасибо. Спасибо за 210. А, кстати, можно продать прицеп здесь. Так, но перед этим нужно посмотреть, что есть по задачам. Так, здесь нет, здесь 200. 190. 200. Запасные части. В район горной реки. В район горной реки опять надо ломиться. Что такое-то, а? Так мало дают. 200. Ну, на типа маленькие кулеры. Небольшие. Ну и чтоб их не было слышно. Они не издавали звуки. Дурацкие. Так, стоп. Горная река. Горная река. О, кстати, может быть здесь как раз не воспользоваться Дэрилом Хорном? Здесь я возьму те самые запасные части и довезу на склад. Да. И прицеп уже, кстати, у нас есть. Сейчас, секундочку. Блин, надо пересесть. А. Все идеально складывается. Так. Димончик. Ну что? У меня, кстати, друг есть, Димончик тоже. Уехал он в Крым. Теперь живет там. Так, надо повернуть здесь. Не хватает подвески высокой. Прямо чувствуется, что мы на брюхе.
Так, а где мне заправиться? Надеюсь, хватит. Надеюсь, хватит мне. Вроде бы здесь была цистерна. Или это не здесь? Немного перегазовал. Так, и все же. Где мне найти топливо? Так, части запасные. Раз, два, три, четыре. Отлично, новые друзья — это всегда хорошо. Надо после стрима тоже не забыть на мистера Давакина подписаться. Сколько аков в ютубе? У меня только один. Ну, вот этот вот. Я как-то пытался сделать больше. Ну, зарегистрироваться. Там, одноразовую почту, там, все дела. Но как-то у меня не получилось. Google же просит телефон. Пытался я одноразовые телефоны использовать, тоже как-то не получилось найти. Ну, короче, это геморно. Заводить несколько аккаунтов. И я, короче, забил.
Один главный... Так, один главный, а все остальные второстепенные. А, то есть еще можно привязать 5 аккаунтов. Ну ладно, надо посмотреть. Мне карты по 20. Ну блин. Короче, ну посмотрю. Посмотрю. Бьян Сквад, здорово. Пришел поставить лайки и сказать привет, а также спокойной ночи. Привет, да, и спокойной ночи. Спасибо, что заглянул. Перед тем, как ложиться спать. Так, ладно, мы приехали на разгрузку. Спасибо, отлично справился с доставкой. Едем дальше? Да, да. Едем дальше. Покажи вид из кабины. Ну, просто темно пока. Плохо видно. Сейчас будет день, покажу. Так, ну что, остался еще один контракт. Демонтаж бура и... Демонтаж бура. Так, Белая долина. Белая долина. Так, вот наш бур. И нам его нужно что, куда? А, все здесь. Прекрасно, прекрасно. Демонтаж бура. И у меня как раз есть под бур легендарный Pacific P-16. Блин, а как я тебе покажу этот? Ё-моё. Сколько времени сейчас? 3 ночи по местному времени. Так, ладно, окей. Давай обратно тпхнусь на... на нашего здоровяка. Так, сейчас отцепимся. Переместимся на базу. Поставим высокое седло. И мы готовы. Ну, я так понимаю, это какой-то военный грузовик. Потому что салон у него такой прямо аскетичный, военный прямо. Жесткий, брутальный. То есть минимализм, монолитная приборная панель. Дискорд есть. Сейчас будет скоро уже светать и... Я тебя... Я просто цифры не помню. Какие там в Дискорде у меня. Сейчас. Сейчас, секундочку. Так, короче, цифры у меня... Блин, зараза. Дискорд подурбил мне режим стримера. Сейчас, секундочку.
Во. Так, короче, цифры 18:38. Виктор Плей, привет. Спасибо. А ник такой же, как и название YouTube канала Организм. Организм Play. Так, ну что, мы едем на аэродром. Аэродром. Playful, приветик. Привет, дружище, спасибо. Хорошего вечера тебе. Так, ну что, уже рассвет, давайте чекнем кабину. Ну вот, такая кабина. Монолитная приборная панель, кнопочки, тумблерочки, два вентиля, вентилятор. Сильно не газовать, окей. Я аккуратненько. Нежно притоплю газик. Но в такой машине чувствуешь себя безопасно. Где-нибудь в Ираке. Ты меня не нашел. Ну, 18:38 у меня. Что такое? Похоже, я зря съехал. Блин, чертов среднее колесо. Бесячее. Так, сейчас, секунду, зацепимся. А где-то упор. Во что-то уперлись. А, ножкой уперлись в асфальт. Зараза. Аккаунт 2003. А, про этот и ютубовский.
Не, ну я на ютубе-то давно зарегался, просто начал активную деятельность только в том году. Потому что, чтобы стать активным пользователем ютуба, нужно же, ну, чтобы писать комментарии, нужно же, типа, активировать канал. Так, надеюсь, мы сейчас не перевернемся с тобой. У меня много древних аккаунтов разных. Просто я периодически меняю пароли. И вроде бы все нормально. Так неаккуратно езжу, а? В Евротрак симулятор. Я думал как раз таки по поводу него, ну, перед тем, как начать проходить SnowRunner, я подумал, эх, а быть может мне в Евротрак симулятор погонять? Ну, а потом вышел SnowRunner и, в общем-то, я подзабил на Евротрак симулятор. Если бы SnowRunner не вышел, я бы сейчас бы гонял бы в Евротрак. Евротрак симулятор. Наконец-то мы добрались до аэропорта. Оу, Большое вам спасибо, между нами говоря. Мне жаль, что Люсиль уехала. Но, наверное, так и надо. Люсиль, так зовут нашу платформу. Без нее здесь так одинок. Спасибо за 1750. Ну что ж, ребятки, 23:39 на часах. И мы выполнили все задачи. В районе Белая долина. Так, и что дальше мне делать? Типа, ехать залив Педро теперь можно. Залив Педро. А, мне сначала нужно обнаружить залив Педро. Есть на 180 задач и на 420. Играть и в ту. Блин, я, короче, ну, типа, немного задачный человек. Не могу играть сразу две игры. Не, я могу, конечно, но сразу два симулятора не очень. Потянул бы. Не смог бы потянуть два симулятора сразу. У меня голос похож на канал Негабаритных. Не слышал о таком канале. А, Негабаритный. Не слышал. Так. Залив Педро. Педров залив. Так, окей. Так, а секундочку, мы тут, интересно, все исследовали?
Ну, основные задачи я сделал. Так. Может быть, Так, до Педрового залива нам добраться на скауте. Так сказать, расследовать, исследовать обстановку. Вдруг там придется что-нибудь строить опять. Не, я могу проходить, например, ну, параллельно 2 игры, но не больше. Просто охота же, ну, помнить, так сказать, что было в той игре, что в той. Не терять, так сказать, нить эту. 2 можно. Ну, между SnowRunner я как раз вставлял же, и Метро вставлял, и Hellblade ставил прохождение. Так, я хочу, короче, из кабинки поехать. Играть в ETS и SnowRunner. Ну, не, я SnowRunner один симулятор пройду, и потом можно уже будет запустить второй симулятор и уже между ними вклинивать какие-нибудь другие проекты. Надо вообще посмотреть, что за Евротрах симулятор. Что там нового есть, что, ну, что интересного. Ну, не могу обещать, что поиграю в ETS. Она же тоже такая прям масштабная. Там столько уже обновлений, дополнений вышло. Если все это проходить, это столько и часов. Так, залив Педро. Как добраться до залива Педро? Горная река. Подумаю. Если уж совсем ничего не найду для прохождения, то посмотрю, может быть, скачаю Евротрак симулятор. Вот именно, она много весит и требовательна. У меня как раз таки с местом дефицит места игрового. Ну, то есть под игры все эти дела. Так. Надо тем более делать какие-то перерывы между этими симуляторами. То есть, например, после SnowRunner, может быть, я возьму какой-нибудь шутер на прохождение. Как газик по звуку.
Старый газ, похоже. К-69. С пробитой выхлопной. Я вообще думал, после прохождения SnowRunner поискать какие-нибудь моды на эту игру. Может, какие-нибудь грузовики поставить. Те же самые какие-нибудь КамАЗы, зелочки. Тем более, может, там еще какое-нибудь обновление выйдет. 6.0. Не, ну, у каждого своя тематика, конечно. Кто-то любит придерживаться одной темы. Ну, мне нравится разный жанр. От шутеров до стратегий, до ужаса, РПГшки. Так, ну что ж, залив Педро. Тут, кстати, тут есть машинка. Мне Хиромат рассказывал, что где-то есть машинка тут в заливе Педро. Так, давайте изучим. Что у нас за залив Педро? Блин. Ну хотя нет, такая средняя карта. 4 вышки. Возможно, уже на следующем стриме мы отправимся на Таймыр. Так, ну что, вышки? Раз, вышка. 2, 3, 4. Это склад, завод. Какая-то тачка стоит. Какой-то холм. Горка. О, кстати, тачка. Причем она уже доступна, что ли? Тачка. Так, стоп, тачка. Интересно. В смысле, вот прямо так и доступно? Стопудово надо ее чинить. Так. Лес. Так, ну что, погнали до тачки. Раз такая-то халява. Ух ты, лё. Голубенький такой. Такое ощущение, что тут температура отрицательная, ну вернее, намного отрицательнее, чем на других картах. Прикольно. Ты такой замерзший. Да, и даже грязюку замерзший, кстати. Опаньки. Спасибо. Похоже, я не смогу проехать до тачки. Так, оползень у Моррисона. На одной из шахт Моррисона в горах случилось ЧП. Никто не пострадал, но из-за камнепада закрыт проезд по дороге. Поможете расчистить завал? Ну, видимо, да. Видимо, помогу. Так, и больше мне никак не проехать туда, что ли? Есть объезд, кстати. Так, а это что такое? То же самое? Да, это то же самое.
Так, опасная дорога. Работники сообщают, что мост, которым мы постоянно пользуемся, наладаном дышит. Наладан дышит. Хочу попросить вас подвести к нему досок для ремонта. Согласны? Блин, ты конечно согласен. Смогу ли я проехать в объезд к грузовичку? Так, завод, oil, field, field, oil field. Слева завод, а здесь где-то масло, что ли, топливо. Кстати, вот этот грузовик вообще бодренький. Прямо лучше всех. Даже лучше Хаймера. Давай, Димон. Спасибо, что посидел со мной. Я уже через минут 40, наверное, буду заканчивать. Сейчас вот поисследую. Залив Педро. Какой-нибудь контрактик возьму, выполню. А, это типа НПЗ, перерабатывающий завод. Или подожди, я понял. А, этот качает нефть, понял. Качает нефть. Так, и нам как раз надо туда ехать. Право. Спасибо, спасибо. Дальнобой по США, топ игра. Запомни бы это, ладно? После стрима гляну. Ну, хотя чат сохранится, поэтому посмотрю. Спасибо. Так, сколько заданий. Кто-то коробки разбросал. Так. Малёха, топливо заправим. Окей, окей. Хорошо, игротека. Посмотрим. Не, газик-то вообще имба. Прям прет и прет. По снегу, по грязюке. С постоянным полным приводом и дифференциалом. Просто шикарный. Шикарный аппарат. Давай, до связи, Димон. Новая тачка АНК МК-38. И что это у нас за квадрат такой? Что за квадратная техника? Машиной, да, есть, да. Пересесть. Фу, можно пересесть. Блин, и можно ехать. Не надо чинить, не надо заправлять. Серьезно? Ну, короче, это армейская тоже какая-то тачка. Как салон. Да, это армейская. Какая страшная крыша.
И у меня это... Матрешка. Mazda 3. 8-го года. 2008-го. Ладно. Прикольно, на халяву тачку дали. И у него есть полный привод, дифференциал постоянный. Офигеть. Это типа тоже имба какая-то жесткая. Жесть. Это просто имбище. Охренеть. Блин, мне Херман говорил, чтобы сразу сгонять сюда за этой тачкой. Она, кстати, похожа на Урал. Может быть, как-то вот если вот как-то так. Звук такой роскошный. Блин, прикольно, слушай. Новая тачка на халяву. Не знаю насчет движка, может быть, еще можно прокачать его. Ну, выглядит зачетно. Ну, нет, я бы сказал, что она выглядит зачетно. Обычный квадрат. Но как-то подвеска прямо приятно ведет и ведет себя и, ну, едет хорошо на удивление. Прям вообще валит жестко. Прикольно. А клаксончик? Как у легковушки. Детский клаксон. Так, окей, ладно. Так, а что сделать-то? Опасная дорога. Оползень у Моррисона. Короче, надо дороги открыть. Открыть дороги и потом уже начать выполнять задачи. Так, опасная. Оползень у Моррисона. Так, расходник. Расходники, похоже, только в районе горной реки можно взять. Не принял. Поеду на новой тачке. Не, ну как работает мотор, а? Приятно. Прокачать перед дорогой? Блин, ну это мне надо просто ехать, тпхаться на это. Сейчас покажу. Мне придется тпхаться либо в Белую, либо в гараж, в Северный порт, либо в Белую долину. И ехать потом вот так, через горную реку. Слишком далеко. Сейчас я это... Стоп, подожди. Я сейчас и так в район горной реки еду. Смотрим, сейчас, может, доеду. И она и так прет. Без прокачки. Так, стоп, не туда. Не, колеса прямо как у Урала. Один в один.
Давай, Дима, давай. До связи. Ну, вообще супер. По проходимости. Так, ну-ка. Так, и расход вроде такой хороший, у него 10 литров. Грузовик, будь здоров. Ну да. Грузовик вообще здоровяк. В своем классе. Так, стоп, я вообще куда приехал опять, а? Ясно, я, похоже, потерялся. Но нашел зато клад. Увлекся дорогой так, что пропустил поворот. Скорость. Скорость, вот. Тут все в милях, поэтому высчитывай сам. Сейчас показывает 10 миль. Так, стоп, а внизу, похоже, километр. Да, внизу километры. Короче, сейчас где-то идет 20 километров в час. Максималка тут 100. О, беда. Сцепления вообще нету. На цепи. Дрифт. На цепи делать. Ставить. Короче, наверное, все-таки мне придется заехать в гараж, наверное. Ну, потому что меня просто таскает жестко. Очень жестко. Так. Короче, давай, да. Давай так и сделаем. Потому что так ездить нереально. На этих... на этой резине. Эвакуация. Так. Найс. Движок. Коробка вездеходная. Надо еще подвеску искать для него. Да, мышка, клавиатура. Так, цепи, да, обязательно цепи.
Так, что еще? Лебедка средняя улучшенная. Yes. Так, и колесико. Да. Шноркель. Прикольный. Yes. Так, что по выхлопу? Пусть такой. Так, что еще? Маячки. Еще маячки. Клаксоны бесполезные. Даже ступенька есть. Комфортненько. Так, колесики, диски. Черные. Салон нет. Салон не меняется. Это уже тогда был бы какой-нибудь, я не знаю, Need for Speed. Салон стандартный. О, да, это армейский. US Army. То есть МР армия. Только МР. Ну, короче, армейский. Да, вот. Камуфляжная расцветка. О, пусть будет. Хотя можешь посветлее сделать. Песочный. Или цвет волны. А в ETS можно, что ли? Так, ну все, я готов. Зверюга. Не, ты говоришь, не ETS. ETS можно, что ли, менять салон? Ё-моё. Получается, Евротрак симулятор это типа НФС-ка в мире симуляторов. Так, сейчас чекни скорость у него. Из кабины габаритов не чувствую. Блин, как будто вертолет работает. Где-то с левой стороны.
с левого уха. Ну, не работает, а где-то летает. Может дождаться, пока выйдет Евротрак Simulator 4. Потому что Евротрак Simulator 3, он же этот 2014 года, по-моему. Короче, надо прямой участок где-то искать, чтобы разогнаться. Посмотри, сколько скорости. Но он прямо летит. Очень бодро так. А, то есть, вернее, второй Евротрак Simulator 2. Что это так работает? Что за звук? Коробка, что это так работает? Или это выхлоп такой? Привет. Привет, Вульф. Сэр Вульф. Спасибо, спасибо, что заглянул. Так, расходники. Спасибо. Надеюсь, 3 прошел хорошо. Подвески что-то. Думаешь, подшипники шумят? А может, это мост так работает? Тут один маленький минус, тут бак маленький. Ну, вернее, какая-то тавтология получилась. Вроде машина хорошая, но бак 200 литров всего. Не, из кабины звук, как будто бы реально с тобой двигается где-то вертолет. Ну, летит прямо с левой стороны. Короче, со звуками они поработали вообще хорошо. Прям приятно слушать.
Так, первая доставка. Есть. Отлично, теперь можно приступать к расчистке завала. Без вас мы тут... без вас бы... без вас бы мы тут неделями ковырялись. Так, что у нас дальше? Опасная дорога. Опасная дорога. Деревянные доски. Просит. Деревянные доски мы можем зацепить здесь. Серийный погрузчик. Ну погнали. За деревянными досочками. Давай, давай, Димон, спасибо. Спишемся, созвонимся, увидимся. Так, как обычно, пропустил поворотик. Да ё... моё. Нужна подвеска высокая. Прям мается с этой маленькой подвеской. Блин, жалко. Я думал, быть может, тут есть прицеп. Сейчас придется две ходки делать. Так, а можно срезать, интересно? Нет, тут речка. Хотя... если здесь можно проехать. Как вариант. Опасная дорога. Да, почему нет, кстати. И тут вышка есть. Ладно. Так, доски, бам-бам, две доски. То есть два палета. На таком красавце вообще ничего не страшно. Читерская тачка. Снег, не снег, вообще сжирает все. Так, стоп, а что мне куда выбросить? Короче, всем рекомендую. Тачка просто огонь.
Если бы я их сразу нашел бы, было бы не так интересно. Было бы слишком просто. Так, еще одна ходочка. Не, если не присматриваться, реально похоже на Урал. Особенно в ночи. У меня уже 20 лайков. О, кстати, спасибо. Но уже 22. Спасибо. Спасибо за 22, кстати, ребятки. Всех обнимаю, как говорится. Теперь я вообще не чувствую сопротивления. Просто едет. Отлично. Так, мостик построил. Так, ну и ну. Как все запущено. Повезло, что он еще не обвалился, но ничего, доски есть, так что мы его в 2 счета подлатаем. Спасибо. Спасибо за косарь 100. Так, ну что, ребятушки. Есть у нас одно задание, переезд называется. Так, но я его делать не буду. По идее бы открыть эти вышки. Давайте откроем одну вышку и вторую. Ай, давай. Нажимайся. Ай. Отлично. Шикарно открыл, просто отлично. Убил колесо, убил подвеску. Убил бензобак. Привет, Давакин, еще раз. Кстати, у меня же есть ремонтный модуль. Так, ремонтное колесо одно. Засада, 2 колеса убил. Короче, нет, не получится открыть нам эту вышку. В связи с поломкой машинки. Ладно, откроем торгую. Давакин, пока.
Надо быть аккуратнее в ночи. О, кстати, может это заправка даже. Нет, это какой-то кемпинг. Цыганский кемпинг. Так. Опаньки, какой-то прицеп стоит. Бесхозный. Так, тут тупик. Какого хрена? А, нет, можно проехать. Проехать было можно. Привет, Rocketplay, спасибо. Спасибо, что забежал и поставил большой палец вверх. Так, ну что тут есть у нас поблизости? Ничего интересного. Так, ладно. Давайте приступим к выполнению задачи основной. Так, а где она? Так. Стоп, алло, а где задача? Итак, руководство дает добро на организацию ТО на старой станции обслуживания. Помогите нам с доставкой материалов. А за это сможете тут в любой момент ремонтироваться. Идет? А, вот на станция обслуживания. Так, станция обслуживания. Окей. Так, бетонные блоки можно взять здесь. Расходники здесь. А, во. Еще и задача. Восстановить трубопровод. Нужны балки. А балки я видел здесь как раз. Но тут нужно седло высокое или низкое. Короче, все не в мою пользу. Ладно. Так. Сейчас все будет.
Не понял. В смысле? А то, что нельзя модули менять, что ли? Вот это прикол. Да, вот это беда, тут только кузов доступен. Блин, да нафиг-то он нужен? Не, он крутой, конечно, но блин. Это несерьезный подход. Странно. Ну ладно. Бывает в жизни разочарование, как говорится. Так, где это, да, этот Лонгхорн? РЛБМ. Тогда на нем. Так. Сейчас только посмотрим, какой седло нужно. Гусиная шея, да, подходит. Так, ладно, давайте, ребят, короче, ластецкое задание сделаем. Ну, вернее, это будет последнее задание. Уже половина первого. Но это не точно. Ну, вернее, я не уверен, что мы сможем сейчас его сделать. Возможно, нам придется еще строить мост какой-нибудь перед тем, как я смогу доставить груз. Оставим это уже на следующий стрим. Твою ж мать! Задумался немножко. Бедные колесики. Чуть мясо не оторвало. Ну нахер. Короче, буду с левой стороны ехать. Так, может быть, довести расходники, раз уж я здесь. Или все-таки балки. Ладно, перст.
Просыпаемся. Блин, какие же долгие эти перегоны. С одной карты на другую. Хотя странно, на рисунке, ну как мы загружать перед тем, как загрузиться на залив Педро, там вроде как раз таки это грузовик нарисован. И у него есть прицеп. Может, разработчики что-то поменяли? Финальной версии игры. Да твою мать, да что такое-то, а? Что ломаетесь-то все? Привет, Альфа. Да, черт, вы камни. Всю подвеску мне убили уже. Я так не доеду. Спасибо за царский лайк. Обнимаю. От лайков становится тепло в душе. О, кстати, можно отремонтироваться. Короче, ладно, ребят, давайте сейчас доезжаем на карту залива Педро и будем сворачиваться, так сказать. Это уже 40 минут. Пора на боковую. Сейчас его сдалека отвезем. Не забывайте ставить пальцы вверх, комментировать, подписываться на канал. Вам не сложно, мне приятно. Да что такое? Сегодня прям хороший был стрим, ну, в том плане то, что насыпало лайков. Неплохо так. Да, вот, залив Педро. Вот на рисунке нарисован как раз таки прицеп с топливом. На рисунке нарисован. Блин, тавтология. Так, сейчас, секундочку. Давайте доедем до прицепа и уже все точно. Финиш будет.
Может быть, еще кто-нибудь лайк поставит до 25. Собирайте лайк. Чё ж такое-то, а? Что такую подвеску лебезную сделать? Так, стоп. Здесь смогу проехать? Нет. Дикий лось. Что за табличка? Vicious Over 40. Не вижу. Не читается. Так, ну что, добрались до места. Так, а что это за участок, кстати? Такой большой. Ну ладно. А, это как раз таки стоянка прицепов, наверное. Так, anyway, ребят, что все заканчивает тогда. Спасибо, что ставили лайки, подписывались на канал, комментировали. Все молодцы. Встретимся во вторник в 10 часов. Всем удачи, спокойной ночи и пока.